Аньохасайо, дорогие друзья! Мы находимся в одном из крупнейших и самых густонаселенных мегаполисов мира. Городе, который ежегодно принимает миллионы туристов. Здесь можно бывать снова и снова, ведь развлечений так много, что всегда найдется что открыть для себя. Четверть населения всей Южной Кореи живет именно здесь. После Корейской войны этот город был практически отстроен заново, и сегодня многие его постройки бьют мировые рекорды. Вот, например, мост Банпо с самым протяженным фонтаном в мире. А вот Лотте Тауэр, один из самых высоких небоскребов в мире. Да, как вы уже догадались, мы в Сеуле, одном из самых современных мегаполисов мира. В этом выпуске мы прогуляемся по современному Сеулу, заглянем в его старинные уголки, поговорим о феномене кей-поп, посетим самый большой крытый парк в мире и окунемся в ночную атмосферу столицы, где я попал в необычное приключение. В общем, присаживайтесь поудобней и, как говорят в Корее, каджа. Наше знакомство с Сеулом я предлагаю начать с деревни Инпён, про которую мало кто знает, а очень зря, ведь она ничем не уступает популярной деревне Букчон. Когда оказываешься здесь, сложно поверить, что этот район был построен совсем недавно. Узкие улочки, традиционные корейские дома с изогнутыми крышами, абсолютная тишина и умиротворение. Создается впечатление, что ты перенесся в прошлое. Это место считается крупнейшим жилым комплексом современных ханоков в Сеуле. Слово «ханок» в переводе с корейского языка означает просто «корейский дом». Расположено это место у подножья живописной горы Пукхансан. На территории деревни есть небольшой парк, а также атмосферные кафе, оформленные в традиционном стиле. В одном из таких заведений я обязательно побываю и расскажу вам о нем поподробнее. Правда, в отдельном выпуске. Если вы планируете поездку в Сеул, его исследование я рекомендую начать именно с этого места. Сейчас я нахожусь в той самой деревне Букчон-Ханок. А Букчон-Ханок называется, потому что здесь находятся дома Ханоки, традиционные корейские дома, которые вы могли видеть уже в деревне Инпён. Правда, здесь намного больше туристов, и находиться в этой деревне можно только с 10 утра до 5 вечера. Все дело в том, что в этих домиках живут люди, и у входа висят таблички с этим правилом, и если его нарушить, можно получить штраф в 100 тысяч вон. Кстати, в этой деревне сохранились настоящие ханоки, и это одно из самых инстаграмных мест Сеула. Деревня расположена на склоне холма, и отсюда открывается просто потрясающий вид на современный Сеул. За порядком здесь следят вот такие вот специальные рейнджеры с табличками. Поймать здесь идеальный кадр – настоящее испытание. Туристов так много, что иногда приходится ждать 10-15 минут, чтобы сделать снимок без лишних людей в кадре. Но даже несмотря на это, место все равно не теряет своей аутентичности. На самом деле, это очень круто, что здесь так заботятся о людях. Я, честно говоря, никогда не встречал, чтобы в популярном туристическом месте, где действительно живут люди, были такие четкие и грамотно организованные ограничения. Сейчас я нахожусь на улице Фонде, одной из самых тусовочных улиц Сеула. Здесь, особенно вечером, очень много людей. Днем чуть поменьше, но тоже много. В прошлом выпуске я уже рассказывал об этом районе, но именно ночью атмосфера здесь полностью меняется. Обычно сюда лучше приходить с компанией. Я же пришел один и сразу попал в приключения. Вечером, особенно если вы один, нужно быть осторожным. Например, сейчас ко мне подходили какие-то люди, еще какой-то человек, и я так понял, у них были не очень хорошие намерения. Изначально был просто милый разговор, потом уже что-то подозрительное. Поэтому, если вы здесь, особенно ночью, я думаю, то же самое на Итавоне. Будьте осторожны, никуда не идите, ничего не пейте. Ну и если начинают задавать подозрительные вопросы, сразу же уходите, не рискуйте. Возможно, у них и не было никаких плохих намерений, но я все равно насторожился, так как в Южной Корее довольно много так называемых лжерелигий или культов. Подобные группы начали активно появляться еще в прошлом веке и до сих пор существуют. Таких людей здесь называют культистами. Вербуют они чаще всего вот так. К тебе может подойти парень или девушка на улице, завести разговор ни о чем и постепенно пригласить на встречу или в кружок. Поэтому правило простое. Если кто-то неожиданно проявляет к вам слишком живой интерес на улице, стоит отнестись к этому внимательно. Конечно, не каждый разговор скрывает что-то подозрительное, но в Корее такие истории действительно случаются нередко.
Это Гёкбок-кун, один из самых часто посещаемых дворцов в Сеуле. Их всего здесь 5. Кстати, интересный факт. Здесь можно также арендовать традиционный корейский костюм – ханбок. И если вы в нем, то вход бесплатный, можно пройти без билета. Но по факту проходите вы не бесплатно, так как аренда ханбока стоит намного дороже. Кёнбок-кун – самый большой и знаменитый дворец Сеула. Когда-то он находился в самом центре столицы, которая тогда называлась Ханьян. Именно так раньше называли Сеул. Кстати, слово «Сеул» на корейском буквально означает «столица». Интересный факт – дворец построили всего за 10 месяцев, невероятно быстро для тех времен. Сегодня Кёнбок-кун часто можно увидеть в корейских сериалах и фильмах. Прогуливаясь по дворцу, можно встретить много иностранцев и местных в ханбоках, традиционных корейских костюмах. Входной билет в Кёнбок-кун без ханбока стоит около 3000 вон. Кстати, вход в ханбоке бесплатный не только в Кёнбок-кун, но и в другие дворцы Сеула. Забронировал я свой ханбок онлайн через приложение Klook. Аренда стоила 25 тысяч вон. Когда надеваешь ханбок, словно переносишься в прошлое. Прогулка по дворцу становится особенной, будто ты оказался в историческом фильме или сериале. Корейцы относятся к ханбоку с большим уважением. Его надевают на праздники, свадьбы, церемонии, а у многих дома хранится семейный наряд, передаваемый из поколения в поколение. В общем, если соберетесь в Кёнбок-кун, очень советую взять ханбок на прокат. Сейчас я нахожусь в одной из лучших точек в Сеуле, откуда открывается потрясающий вид на город. Позади меня находится Сеульская телебашня, куда мы отправимся чуть позже. А впереди находится Намсан парк, куда мы сейчас и направляемся. Кстати, если вы фанат корейских дорам, вы точно знаете и видели эти места. Ну вот я и в Намсан парке, а точнее на площади Бэкбом. Только посмотрите, какой здесь открывается просто потрясающий вид, почти на весь Сеул. Кстати, хочу отметить, что я заметил, южнокорейские парки очень чистые, здесь всегда тихо, а еще, не знаю про туристические места, не видел, но где гуляют местные, знаю, что там еще дают бесплатную бутилированную воду. Парк Намсан – это одно из самых популярных мест для прогулок в Сеуле. Находится парк на горе Намсан. Собственно, отсюда и происходит его название. Намсан переводится с корейского как «южная гора». Интересно, что несмотря на то, что гора Намсан расположена прямо в центре шумного мегаполиса, здесь царит удивительное спокойствие. Можно заметить очень много людей, занимающихся спортом, и даже услышать пение птиц. Кстати, когда-то гора Намсан играла стратегическую роль. Именно здесь стояли сигнальные костры, с помощью которых передавали важные сообщения в разные регионы Кореи. Приходить в парк я советую утром или вечером. В это время здесь чувствуется какая-то особенная атмосфера, которая делает прогулку еще более незабываемой. Примерно через 3 дня после той странной ночи я снова решил вернуться на Ханде. Гуляя там, я замечаю, что прямо посредине улицы начинают устанавливать сцену. Вокруг нее уже собиралась толпа людей, и чувствовалось, что будет явно выступать кто-то знаменитый. Через некоторое время мимо сцены туда-сюда начал ездить фургон, украшенный изображениями каких-то девушек. Толпа сразу оживилась, все подняли камеры, и минут через 20 за сценой действительно появились те самые девушки. Я зашел в интернет, чтобы понять, кто это, и оказалось, что передо мной будет выступать довольно известная в Корее кей-поп-группа Young Posse. Концерт был очень ярким. Сначала девушки исполнили несколько каверов на популярные песни, а потом перешли к своим собственным хитам. И знаете, что самое интересное? Это был последний день моей поездки. Когда я только прилетел в Корею, я очень хотел попасть на подобное мероприятие. И в итоге, именно в последний день моего путешествия, моя мечта сбылась сама по себе. Вообще, на самом деле, очень круто. Я очень долгое время мечтал посетить хоть какой-нибудь кей-поп-концерт. И тут такой бесплатный, просто на улице я гуляю, и все, офигеть. В общем, на Хонде реально настоящий просто движ. Очень круто, можно легко встретить какую-нибудь звезду или кей-поп-айдолов.
А вообще кей-поп — это один из самых ярких символов современной Южной Кореи. Это музыкальный жанр, который соединяет поп, хип-хоп, электронику и даже рок. Его особенность не только песни, но и зрелищные шоу, сложная хореография, стильные клипы и яркий визуальный образ артистов. Сегодня кей-поп — это мировой тренд, миллиарды просмотров, стадионы фанатов и контракты с крупнейшими модными домами. Артистов здесь называют айдолами, и их образ должен быть безупречным и на сцене, и в жизни, поэтому продюсеры следят буквально за каждым шагом. Контракты часто запрещают отношения, а перед дебютом айдолы годами учатся петь, танцевать и выступать. Я направлялся к YG Entertainment, который находится сзади меня. Не знаю, слушали ли вы про агентство, но я думаю, вы точно знаете такую группу, как Blackpink. Она известна на весь мир. Группа была сформирована в 2016 году и с тех пор бьет рекорд за рекордом. На сегодняшний день общее количество просмотров их музыкальных видео на YouTube приближается к 40 миллиардам. А их клип на песню «Ду-ду-ду» стал первым в истории кей-поп, который набрал более 2 миллиардов просмотров. Естественно, входить туда нельзя, но я видел, что оттуда выходили молодые парни и девушки. Я думаю, что это трейни. Может быть, когда-нибудь они станут звездами кей-попа, кто знает. Там, я так понял, был главный офис YG. Здесь же находится тренировочный комплекс. Я так понял, что там трейни, скорее всего, живут. И, может быть, даже кто-то из звезд, кто знает. Либо они там просто практикуются. Но да, здесь, как я понял, находятся именно танцевальные студии. И вот написано YG Training Center. Вот мы наконец-то и поднялись к сеульской телебашне. Подняться наверх я предлагаю чуть позже, но сначала давайте посмотрим вон на те замочки любви, которые находятся прямо у ее подножья. Это место, кстати, также знакомо всем по дорамам. У подножья Намсамской башни есть специальные площадки с ограждениями, где влюбленные оставляют замочки в знак своих чувств. Эта традиция появилась здесь в начале 2000-х годов и с тех пор превратилась в настоящий символ любви. Интересно, что здесь крепят не только замочки, но и чехлы от телефонов, а еще можно увидеть вот такие вот любовные скамейки. Смотря на все это, я поймал себя на мысли, что каждый из этих замков — это маленькая история, которая хранит чьи-то чувства. Сколько же стоят замочки в Южной Корее? Давайте посмотрим. Их можно купить вот в такой вот машинке или в лавочке. В лавочке самые дешевые. Здесь же цена варьируется от 13 до 22 тысяч вон, а в лавочке можно купить за 10. Замков здесь так много, что на заборе почти не видно свободного места. Некоторые участки ограждений даже перекрыли пластиковыми барьерами. Скорее всего, потому что мест для новых замков уже не осталось. С площадки открывается просто фантастический вид почти на весь Сеул. Вот, например, один из самых известных районов города – Мёндон. А вот просто видно жилые дома и школу. Кстати, почти у всех этих домиков зеленые крыши. Знаете почему? Пишите в комментариях ваши догадки. Будет интересно почитать. Сама Сеульская телебашня – один из самых главных символов города. Добраться сюда можно на специальном автобусе, который поднимается прямо к подножью горы. А еще интересно, что изначально башня служила радиовышкой, чтобы защищать город от северокорейского вещания. Она стала первой радиоволновой вышкой в Корее. Подняться на вершину башни я решил чуть позже, на закате. Поверьте, там будет просто невероятный вид. Это библиотека Старфилд на Ганнаме, одно из самых популярных мест в Сеуле. Но также есть альтернатива, которая находится в Сувоне и которую мы также посетим уже в следующем выпуске. Библиотека Старфилд в Канаме – это одно из тех мест, куда хочется приходить не только ради книг. Она расположена прямо внутри огромного торгового центра Коэкс, и вход сюда бесплатный. Когда оказываешься внутри, перед глазами поднимаются гигантские книжные стеллажи, уходящие так высоко, что кажется, будто они теряются под потолком. Эти полки давно стали визитной карточкой библиотеки и любимым фоном для фотографий. Здесь находится более 50 тысяч книг. Большинство книг на огромных стеллажах – это макеты, создающие впечатление бесконечного книжного океана. Для тех, кто хочет почитать по-настоящему, предусмотрены специальные зоны с уютными уголками, где можно устроиться с книгой, поработать за ноутбуком или просто отдохнуть. Неудивительно, что библиотека стала одним из самых популярных мест в Сеуле, особенно среди тех, кто любит фотографироваться и делиться впечатлениями в соцсетях.
Находясь в Сеуле, нужно обязательно прогуляться вдоль ручья Чхонгичхон. Сейчас это милый парк, где корейцы проводят свое свободное время. Но раньше, до 2005 года, он был полностью скрыт под бетонной автоэстакадой. Эстакада здесь появилась в середине прошлого века, во время стремительного экономического бума, когда Корея за считанные десятилетия превратилась из бедной страны в индустриального гиганта. Тогда главной задачей было развивать транспорт и дороги, но к началу 2000-х годов эстакада обветшала, поток машин только усиливал шум и загрязнение, а центр города выглядел серым и душным. Тогда власти решились на смелый шаг, разобрали эстакаду и вернули ручей Чхонгичхон. Изменения почувствовались почти сразу, резко выросло количество пешеходов и тех, кто пересел на общественный транспорт, снизился шум и улучшилось качество воздуха. Более того, в районе ручья температура оказалась в среднем на несколько градусов ниже, чем в остальном Сеуле. Сюда вернулись рыбы и птицы, увеличилось количество видов растений и насекомых. Сегодня Чхонгичхон одно из самых любимых мест для прогулок у сеульцев, и я их прекрасно понимаю. Это место маленький оазис посреди огромного мегаполиса. В Южной Корее очень популярны маленькие магазинчики. Давайте же посмотрим, что здесь можно найти. Называют их здесь пхёниджомы. С корейского это переводится как круглосуточный магазин. В Корее их можно встретить буквально на каждом шагу. Там можно найти практически все, от зарядок для телефонов и напитков до еды и лекарств. Цены на еду очень доступны, и чтобы немного сэкономить, я сам часто питался в таких магазинах. Здесь легко заварить лапшу быстрого приготовления, или взять уже готовую порцию еды и сразу разогреть ее в микроволновке прямо в магазине. Особенно мне понравился кимбап. Это и вкусно, и сытно, а стоит недорого. Одна пачка обходится примерно в 3200 вон. Кстати, пхёниджомы часто предлагают еще и кофе, десерты, корейский фастфуд и мороженое. Интересно, что несмотря на круглосуточный режим работы, магазины очень чистые и аккуратные, а еще здесь можно воспользоваться услугами, которых я еще не встречал в маленьких магазинах. Например, пополнить транспортную карту, отправить или получить посылку. В общем, пхёниджом это не просто магазин, а почти мини-сервисный центр, где можно быстро перекусить, купить что-то нужное и сэкономить время. Жаль, что у нас такого пока нет. Немного интересных фактов. На улицах южнокорейских городов почти нет мусорок, и это реально удивляет многих иностранцев. Почему так? Все дело в том, что с 1995 года в Южной Корее действует система оплаты за вывоз мусора. Люди обязаны покупать специальные мешки, и чем больше мусора, тем больше приходится платить. В результате публичные урны стали использоваться не по назначению. Многие выбрасывали туда бытовой мусор, чтобы избежать платы. Именно поэтому власти решили сократить количество уличных урн. Этот шаг также помог снизить объемы уличного мусора и повысить уровень безопасности. Но самое удивительное, несмотря на практически полное отсутствие урн, улицы остаются очень чистыми. Корейцы с детства приучены забирать мусор с собой и выбрасывать его дома или в специально отведенных местах для сортировки. А также я заметил еще одну любопытную деталь. У многих машин в Корее на дверях прикреплены вот такие вот специальные резиновые накладки. Делают это, потому что парковки улицы здесь очень тесные, и открыть дверь, не задев соседнюю машину, бывает непросто. Эти накладки защищают двери от царапин и вмятин. Кстати, запоминайте, очень полезный лайфхак. Это Lotte World, самый большой крытый парк в мире. Между прочим, у него даже есть рекорд Гиннесса. Давайте посмотрим, что здесь. Перед тем, как попасть туда, скажу честно, вход найти было очень сложно, поскольку парк находится в гигантском торговом центре. Когда ты оказываешься там, ты как будто попадаешь в сказочный мир. Внизу находится гигантский каток, а сверху множество разных аттракционов. Немного понаблюдав со стороны, перед тем, как отправиться на аттракционы, я решил арендовать корейскую школьную форму. Здесь это уже традиция. Правда, конечно, смотрели на меня странно, потому что форму в основном арендуют парочки. Ну что, вот мы и арендовали форму, вышло 20 тысяч вон, погнали смотреть аттракционы. Один билет в парк стоил примерно 26 евро, и в него входило еще и посещение башни Lotte Tower. Я покупал билеты через приложение Klook. Там всегда можно найти выгодные предложения, и я им пользуюсь уже не в одной поездке. Если вы покупаете билеты по интернету, нужно прийти на кассу, чтобы обменять ваучеры на реальные билеты. Сначала я отправился на вот такой вот паровозик, который едет вокруг парка.
Действительно, когда ты видишь все это, такое ощущение, что ты оказался в какой-то сказке. Затем я пошел стоять очередь на воздушный шар, который также огибал весь парк, правда, уже на высоте. Поскольку я пришел вечером, у меня получилось посетить совсем немного аттракционов внутри. У парка есть не только крытая часть с аттракционами, но и уличная зона на острове, который находится прямо посреди озера. Правда, у меня времени хватило только прогуляться, поэтому, если хотите все успеть, планируйте минимум целый день. Кстати, Лотте – это не просто парк развлечений, это часть одной из крупнейших корпораций Южной Кореи. Здесь такие компании называют чеболи. Это семейный бизнес империи, который контролирует целые отрасли экономики. Помимо Лотте, к чеболям относятся такие гиганты, например, как Samsung, LG и Hyundai. Интересный факт, чеболи появились еще после Корейской войны, когда государство специально поддерживало крупные семьи бизнесменов, чтобы быстро восстановить экономику. И теперь они владеют буквально всем, от банков и строительных компаний до электроники и даже продуктов питания. Например, Samsung — это не только телефоны, у них есть собственные судостроительные верфи, и именно они построили самый большой грузовой корабль в мире. Сейчас я нахожусь в одном из самых популярных парков в Сеуле. Их здесь всего 12. Этот парк называется Йойдо, и он считается одним из самых популярных здесь. Как вы видите, сзади меня очень мало людей, и парк действительно сейчас пустой из-за очень сильной жары. Корейцы проводят здесь свое свободное время, устраивают пикники, гуляют, проводят время с семьей и просто говорят. В основном, конечно, приходят они сюда только вечером, когда на улице не так жарко. Это один из самых известных и популярных парков в Сеуле. Парк привлекает как местных жителей, так и многочисленных туристов своими ухоженными зелеными зонами и прекрасными видами на реку. И он является неотъемлемой частью большой парковой системы вдоль реки Хан, которая протекает через центр Сеула. Парк предлагает множество вариантов для досуга, от велосипедных прогулок и пробежек до культурных мероприятий и фестивалей, которые здесь часто проводятся. Под мостами находятся места, где можно присесть и спрятаться от жары. Парк очень большой, здесь есть что поделать. Например, вот сзади меня находится ручей с прохладной водой, где можно немного помочить ноги в жару. Также впереди находится большой бассейн. До него, я думаю, дойду в следующий раз, потому что сейчас на улице очень жарко. Думаю, поеду на Хонгдэ. Также здесь находится много разных игровых площадок, порты, магазинчики. И отсюда можно отправиться по реке Хан в мини-круиз. На следующий день я отправился в бассейн этого парка. К счастью, в такую жару в парке Йойдо есть общественный бассейн. Правда, если вы хотите поплавать, приходите сюда надо в своей шапочке. Мне же повезло, слава богу, нашла девушка, которая ее одолжила бесплатно. Кстати, интересно то, что шапочку я даже не просил. Она просто заметила, что у меня ее нет, и предложила свою. За время поездки я заметил, что корейцы всегда готовы помочь в сложной ситуации. Ни один кореец мне еще в помощи не отказал. И даже если кто-то из них не знал английского, они все равно пытались помочь. Бассейн довольно большой, правда глубина его была всего 1 метр, так что поплавать по-настоящему не получилось. Самое интересное то, что возле бассейна постоянно дежурило около 5 спасателей. Причем, когда они уходили на обед, бассейн всегда закрывали, а в воду заходить было нельзя. Правда, мне кажется, что все-таки большинство корейцев приходят сюда не ради плавания, а ради еды, отдыха и просто времяпровождения с семьей. У бассейна стоят палатки с корейским фастфудом, а еще здесь можно прямо на месте заварить лапшу. Подобные бассейны есть во многих парках вдоль реки Хан, и я точно рекомендую посетить один из них, правда, не в сильную жару.
Ну что, как я обещал, сейчас мы отправляемся на Сеульскую телебашню, чтобы насладиться закатом. Перед тем, как подняться на вершину башни, я решил немного понаблюдать за видом прямо с горы. Вокруг уже собралось много людей, и у самой башни, и на смотровых площадках. Горы вдали окрасились в мягкий оранжевый цвет, а на зданиях одним за другим зажигались огни. Этот вид действительно сложно описать словами. Вечером башня сама оживает и сияет разными цветами. Интересный факт, цвет подсветки зависит от качества воздуха. Сегодня, например, она была голубой. Это значит, что воздух чистый и погода хорошая. Желтый цвет предупреждает о пыли, а красный – о высоком уровне загрязнения. Ну что, мы зашли в башню. В общем, вышло за 2 билета 52 тысячи вон. По дороге к лифту встречались эффектные проекции, а во время подъема на лифте мы отправились в виртуальное путешествие по Сеулу. Кстати, очень круто, что даже в лифте они сделали вот такой вот маленький аттракцион. Сверху открывается потрясающий панорамный вид на город, на все 360 градусов. Здесь находится сувенирный магазин, а у окон стоят столики, где можно просто сесть и наслаждаться видом. Вид был по-настоящему завораживающий. На всех зданиях зажглись огни, а солнце уже спряталось за горами. Из-за большого количества людей местами было немного тесно, но впечатление это не испортило. В этой башне находится еще очень необычный туалет, сейчас покажу. Кстати, туалет с таким видом я еще нигде не встречал. Насладившись видом, я спустился вниз на площадку с замочками в форме сердечек. В темноте это место выглядит совсем иначе, еще романтичней и атмосферней. Именно здесь, у одного из самых узнаваемых символов Сеула, я решил и завершить этот выпуск. В следующих видео мы посетим другие южнокорейские города, а также отправимся в мини-кулинарное путешествие по Южной Корее, где попробуем самые необычные блюда. Спасибо, что были со мной, друзья. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Также хотел бы вас всех поблагодарить за огромную поддержку под прошлым видео. Нас уже почти 1000. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. До скорых встреч, пока-пока!